Россия в кризисе. Да, это наш исследовательский проект, мы его называем кризисный мониторинг, уже больше года мы его ведем, и, наверное, будем вести еще, пока кризис не кончится, и, может быть, даже некоторое время позже. Раз в месяц мы задаем большую серию до 40 вопросов по всероссийской репрезентативной выборке, 1600 респондентов, средняя ошибка не больше 3,5%. Итак, что важного хотелось бы вам сказать сегодня? 4 главных тезиса. Общество продолжает испытывать давление кризиса, материальное положение населения действительно ухудшилось, эмоциональное состояние характеризуется подавленностью. Да? То есть в эмоциях скорее негативные доминируют. Второе. Не сразу общество осознало масштаб угроз, связанных с кризисом. Но сейчас это осознание приходит. В результате сначала недосолили, а сейчас пересаливают. Да? То есть теперь уже реальное положение воспринимается хуже, чем оно есть на самом деле. Налицо разрыв в восприятии. Общественное сознание в целом правильно отражает явление кризиса, однако делает это с определенной инерционностью и одновременно с излишним драматизмом. Причем преувеличиваются значения как отрицательных, так и положительных тенденций. Ну и последнее. Общественное сознание может рассматриваться в качестве самостоятельного фактора кризисного, причем как в части преодоления кризиса, так и возможного усугубления его. Человек имеет значение. Человеческое поведение имеет значение. И человеческое сознание тем более имеет значение, потому что оно во многом предопределяет это поведение. И в качестве такового общественное сознание может и должно рассматриваться как самостоятельный объект управления в рамках антикризисной программы.